Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш таро-прогноз на март 2024 года. Какие события стоит ожидать, что войдет в вашу жизнь, что непременно порадует, приятно удивит и, в принципе, какие события у вас произойдут. Поэтому приступаем. Вы думаете, настраиваетесь о том, что для вас важно в течение этого месяца, а мы посмотрим и проанализируем. Карта хочет выйти сама, как фоновая, мы ее так и оставим, только пока отложу. Итак, основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Что же у вас здесь? Вот фоновая карта, туз мечей. Итак, основные энергии этого месяца у вас здесь ложится 8 мечей. Карта, не могу сказать, что прям ограничение, может быть у кого-то осознанная аскеза, отказа от чего-либо для того, чтобы добиться максимального результата. Это может быть и вопросы чревоугодия, у кого-то может быть зависимость от табака или алкоголя, неважно, у кого-то эмоциональная зависимость. Но в любом случае 8 мечей это те ограничения, которые вы ставите сами себе, чтобы они работали во благо. Для чего? У вас фоновая карта и выпал туз мечей. Это аркан, который указывает, что нужно убирать, отсекать все ненужное, все то, что вас тяготит или мешает вашему развитию, и более того, достигать каких-то целей, каких-то задач. Посмотрим, о чем идет речь. 8 мечей, и здесь ложится 4 жезлов. Кстати, у некоторых из вас это в прямом смысле слова избавиться от обязательств. Ну, например, вы закрываете ипотеку. Или избавиться от обязательств, вы продаете недвижимость, а может вы перестаете с кем-то совместно жить под одной крышей, будь то родственники или может быть там сосед или соседка по комнате, с которыми вы арендовали совместно эту недвижимость. То есть закрыться от этих обязательств. Все, завершить для себя этот момент. Работа. По 2 монет. Аркан, который указывает не то чтобы несколько на нестабильную ситуацию, наоборот на попытки выжить максимум из текущего положения вещей и адаптироваться. Почему? Потому что 2 монет это всегда баланс, это всегда новая возможность. А именно, то есть ситуация, когда вы можете искать альтернативную работу, подработку, реализацию, раскрытие вашего хобби. Или же если вы работаете сами на себя, то помимо основной деятельности вести еще какую-то дополнительную. Или может добавить новый ряд товаров или услуг. 2 монет это всегда попытки совместить и получить максимум выгоды от текущих обстоятельств. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может, 2 монет и 2 мечей. Это попытки для себя, знаете, как выудить свободное время. А именно, если вы сейчас загружены бытом, какими-то обязательствами, то есть это попытки найти для себя возможность и альтернативу, чтобы посвятить время себе любимым. Чему-то обучиться, что-то познать, что-то новое подчеркнуть. И опять же, если смотреть по этим картам, это еще может быть такая ситуация, когда, имея допустим, какую-то дотацию от государства, выплаты, субсидии, социальную помощь, искать лазейки, как получить еще какие-либо дополнительные ресурсы. От того же государства может быть какие-то субсидии, дотации, что-то еще. Для тех, кто у нас является соискателем. 6 жезлов, карта победы, карта достижения. И здесь вы можете получить одномоментно предложение от нескольких предприятий и учреждений. Или же, допустим, совмещать. Вы можете быть фрилансером, который работает на несколько фирм одномоментно. И, конечно же, плодотворно развивается в этом ключе. Если вы у нас наемный сотрудник, то 2 монет и 8 чаш. У некоторых это может идти понимание или осознание, что текущая работа или деятельность не приносит вам удовольствия, не приносит роста финансового, личного, карьерного, и вы можете искать альтернативу, то есть с целью уйти, да, во что-то более лучшее, более благостное. Безусловно, все, допустим, уйти не могут. Это может быть отпуск и больничный лист, когда вы отсутствуете на работе. Но в этом случае все равно 2 монет это зерно, которое уже лежит в вашем сознании. То есть даже будучи на больничном листе или в отпуске, вы будете для себя искать как возможность подработки или какой-то альтернативы, что вам в большей степени может принести реализацию доход. Если вы владеете собственным делом, то 2 монет и паж жезлов
Здесь могут говорить о ситуации как смены персонала или подчиненных, знаете, как перешерстить ваш кадровый состав. Тех, кто, допустим, похабно относится к работе, с ними попрощаться и, допустим, набрать молодых, инициативных и тех, кто действительно будет работать качественно. Если смотреть ситуацию с точки зрения финансов, у нас здесь ложится аркан Солнца. Это процветание, это рост доходов, это увеличение вашего достатка, это новые возможности. У кого-то в прямом смысле слова это траты на отпуск, на отдых, на какие-то благостные, знаете, мероприятия. Но в любом случае ресурсов вам хватает. И это замечательно. То, что касается состояния здоровья. Здесь у нас ложится 7 жезлов. Аркан, который говорит о ситуации противостояния, укрепления иммунитета, потому что 7 жезлов – это отстаивать текущую ситуацию, текущие возможности. У кого-то борьба с хроническими заболеваниями, ну а в целом это упор на вопросы оздоровления. То есть укрепление иммунитета, у кого-то закаливание, для кого-то дополнительные физические нагрузки, но все то, что делает вас более выносливыми, ну и, конечно же, более здоровыми. Вопросы личной жизни. А вот здесь ложится рыцарь мечей. Не совсем позитивный аркан, потому что, с одной стороны, он, конечно же, показывает у нас на карту двора, а именно человека воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, или человека с таковыми характеристиками. Но, с другой стороны, это некая напряженность, несовпадение взглядов, сложно найти точки соприкосновения. У каждого, конечно же, карта будет звучать по-разному. Мы с вами посмотрим, что здесь по факту. Для тех, кто на данном этапе у нас с вами свободен. Что здесь? Здесь ложится колесо фортуны. Вот здесь для вас арканы могут отыграться, прозвучать в позитивном ключе. Для вас это может быть знакомство с человеком на расстоянии или в поездке. И если смотреть по данным арканам, это человек другой веры, культуры, религии, вероисповедания. Потому что здесь, человек с иной концепцией по жизни. И вот да, у вас здесь могут сложиться взаимоотношения. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках. Что здесь? Аркан Иерофант с рыцарем мечей. Но здесь вопрос с ребром, быть или не быть. А именно, если на текущем этапе, допустим, вы в браке или женаты, это могут быть мысли относительно бракоразводного процесса с целью уйти в новые отношения. Если вы в статусе любовника или любовницы, то вы здесь можете ставить ультиматум относительно того, чтобы официально связать себя узами брака с новым партнером или партнершей. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, что у вас здесь? Здесь по тузу чаш. Это, наоборот, ситуация наполнения положительными эмоциями, но, знаете, как через конфликт. Сейчас объясню. Рыцарь мечей, туз чаш. Это ситуация, когда вы, может быть, вспышки гнева, недовольства, высказали все, что наболело, прояснили ситуацию, помирились, это, как говорится, живете долго и счастливо. То есть это как негативные эмоции сменить на позитивные. Это наполнится любовью, заботой, вниманием. Туз чаш – это желание дарить радость, одаривать вашу вторую половину положительными эмоциями. И вы здесь будете четко нацелены на результат. Если мы будем смотреть с вами рекомендацию от карт, у нас здесь ложится паж мечей. Аркан, который вас призывает к тому, чтобы вы анализировали все происходящее в вашей жизни, не делали поспешных выводов, вдумчиво и рационально подходили к вопросам выбора, решению тех либо иных вопросов, ситуаций, задач. То есть не делали скоропалительных решений, не делали скоропалительных поступков. А если на что-то уже и решаетесь, то должны это делать не с позиции эмоций, а с позиции внутреннего расчета, ну и вашего интеллекта. То бишь взвесив все за и против. Смотрим с вами неожиданность от карт. Что у вас здесь и какова будет ситуация. Так, интересный здесь у вас идет расклад. Смотрите, арканы, которые говорят о выгодной или удачной сделке. У кого-то в вопросах примирения, так знаете, запалить и закурить трубку мира. Контракт, соглашение, новый проект. У кого-то после периода, знаете, как торга пререканий, о чем-то договориться. В прямом смысле слова может быть ситуация, когда вы создаете с кем-то союз. Или вы устраиваетесь на какую-то работу, получаете проект, получаете работу, сделку. В любом случае эти арканы указывают для вас на продуктивный период. Это период роста, это период укрепления ваших позиций. С точки зрения состояния здоровья, это, знаете, как торг с самими собой. Делать, не делать, быть, не быть. Но кольцо – это как закольцевать ситуацию. Пройти цикл лечения, восстановления, может быть какой-то марафон. То есть
от точки А до точки Б. И трубка мира – это достичь того результата. Да, на это потребуется время, но ваши усилия, они действительно будут иметь для вас благостные результаты. Вот такой вот месяц, мне кажется, очень продуктивный, перспективный. Мы таковыми арканами вам и закроем. Пусть вся информация вам будет в плюс, пусть идет только во благо, а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как отозвалась информация по факту, ну и какие события, конечно же, у вас произошли. Благодарю вас за то, что остаетесь со мной, с вами не прощаюсь, до новых встреч.